Добрый день! Сегодня будем менять подшипники на стиральной машине Zanussi, то есть флянцы. Тут подшипники отдельно не меняются, меняются полностью флянцы. Ты уже ремень снял с нее. Сейчас вот я прокручиваю. Такой звук уже. То есть уже даже побежала ржавчина через подшипники. Откручиваем болт, который держит шкив. В общем, нам надо снять шкив. Шкив держит болт на 10. Откручиваем его. Подкрутили болт, снимаем шкив. Вот наша ржавчина. Этот флянец нам нужно выкрутить. Выкручивается он только в одну сторону. Тут есть, вытираете, тут есть стрелочка такая, написано Open. То есть в эту сторону откручивать. На этом флянце нарисована стрелка по часовой стрелке. Выкручиваем вот так. Не у всех есть съемник, и как бы не все собираются покупать съемник для того, чтобы отремонтировать стиральную машину, который дорогой. Я вам покажу, как это делается быстро. Ну, без съемника, вернее. Не быстро, но без съемника. То есть вставляются такие шурупы в отверстия. Можно вкрутить их, если только не сильно далеко вкручивать. Так, чтобы ровненько стояли. Можно болты, что есть. И теперь рычагом по стрелке его просто надо выкрутить. Все, вот так он. Это я уже в конце показываю. Так он, конечно, тяжело идет рычагом, но потом в конце вот он выкручивается просто. Все. Все, выкрутили. Вот у нас ржавчина от подшипников уже. Вот сами подшипники. Уже шарики начали выпадать с него. Теперь нам надо это все зачистить. Всю эту ржавчину, мусор убрать. Потому что если плохо мусор убрать, тяжело будет закручивать новый флянец. Протираем все. Сначала тряпкой протираем то, что возможно протереть тряпкой. Продуваем, мусор выдуваем, что у вас есть, чем воздухом, насосом, чтобы там резьба была чистая. Теперь снимаем сальник. Сальник он там под стеночкой. Чем-нибудь подковырнуть и снять. Он должен, по идее, легко сняться. И зачищаем там все. Весь мусор. И снимаем вот эту резинку, уплотнитель. Он в комплекте с новым подшипником должен быть. Ставим на место сальник новый. И туда эту смазку набиваем смазкой. Там, где вы будете покупать эти суппорты, то есть флянцы с подшипниками, там они либо в комплекте идет смазка, либо спросите, вам продадут смазку. Именно только для подшипников. Другую туда нельзя. Только специальную для стиральных машин. Так я туда сколько можно набили побольше. Сильно много тоже не надо. Ну, в принципе, она лишняя выдавится. Все, одеваем новую резиночку.
прокладочку. И вкручиваем флянец. Уже с новыми подшипниками, там оно все уже стоит. Ставим на место штук. Когда закручиваем, плотненько закрутили, но не сильно, не перетянуть этот флянец. И откручиваем с обратной стороны. Только тут стрелочку, смотрите, тут стрелочка уже будет против часовой стрелки. То есть один по часовой стрелке, другой против часовой. И также вкручивать. Один есть с одной резьбой, другой с правой, другой с левой резьбой. Вот тут стрелка идет против часовой стрелки. Поэтому и выкручиваем его против часовой стрелки. Потихонечку, потихонечку. Все, и выкручиваем, вытягиваем. И делаем ту же самую процедуру, как и с той стороны. Вытягиваем сальник. В любом случае менять его надо, если вы уже меняете подшипники. Там он идет по-любому в комплекте, этот сальник, поэтому его все равно надо менять. Вытягиваем аккуратненько чем-нибудь, что есть. Там ножичек, отвертка. Главное запомните, как он стоит, чтобы вы потом не перепутали. Там толстая сторона идет к стенке, к барабану, а тоненькая, там где как тарелочка, она идет уже к сальнику, к подшипникам. Все то же самое. Зачищаем, продуваем, проверяем, чтобы резьба была чистая. Потому что если будет в резьбе мусор, может и лопнуть флянец. Тогда вам придется заново покупать. Тоже снимаем, не забываем, резиночку меняем. Ну, я думаю, вы не забудете, потому что в комплекте она тоже идет с флянцем. Вот, одеваем сальник толстой стороной к стенке. Так. Туда его аккуратненько вставляем, чтобы он плотненько сел к барабану. И также набиваем смазку. Если есть смазка в шприцах, то это очень удобно. Все, набили. Одеваем прокладку наружную, вернее, ну да, наружную, можно так сказать. И вкручиваем флянец. Как закручивать, там стрелка тоже нарисована. Одна стрелка open откручивает, другая в обратную сторону закручивания. Все, затягиваем. Тут уже шкива нет, тут просто болт затягиваем. Тоже сильно не затягиваем, потому что если вы сорвете резьбу и поломается болт, то все, вам придется менять эти флянцы, которые с этого уже в принципе не меняются. Поэтому очень аккуратненько подтянули, и все, машинка собранная, подшипники поменяны. Если видео понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки, ставьте и нажимайте колокольчик. Все, всем пока.